Что мы знаем о локации с бассейном? Ну, теперь у нас вместо 5 6 линий, которые надо защищать. Еще 2 линии посередине водные, и прежде чем ставить растения, необходимо поставить на воду кувшинку. А еще после каждой волны из воды выплывает несколько зомби. Так, что мы еще упустили? Ах да, теперь на уровнях кроме первого и второго у нас будет на одну волну больше. А это значит, что на некоторых уровнях будет по 3 волны. Думаю, не стоит говорить, что спаун зомби к этому времени будет просто огромным. 3.1 это такой водный уровень, чтобы мы потрогали данную локацию, поэтому никаких бесячих зомби мы тут не видим. Прошел я его обычной тактикой, взяв горохострелов. Но также я взял парагрибов, так как они абсолютно бесплатные, я их ставил, чтобы задерживать зомби, и это, кстати, помогает. Первых зомби взрываем миной, ну а дальше тупо высаживаем горохострелов. Взрываем всех зомби и получаем кабачок. Твою ж... А вот здесь мы задержимся надольше, потому что это как уровень 2.6, только тут 2 волны. А еще зомби с ведром. Спасибо, что хоть не с дверью и ведром. Проблемы начались на этапе выбора растений. Дело в том, что у нас всего 7 слотов. Первые 2 мы занимаем подсолнухой и кувшинкой, третий атакующим растением, то есть репитером, четвертый чомпером, чтобы съедать газетчика, а 5, 6 и 7 мина, вишня, кабачок. Но поскольку тут 2 волны, надо будет взять могилоеда, а то без него тяжко будет. И тут я стал думать, чем мне пожертвовать. Не так уж и долго думая, мой выбор пал на мину. Ну что ж, посмотрим, чем это закончится. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что на ночной локации футболистам мы контрили гипногрибом. А как быть на локации с бассейном, ведь грибы-то днем спят. Именно поэтому я хотел взять как можно больше саппортов, но не получилось. Хотя, может, это не так страшно. Уже во второй пачке вышел футболист, и чтобы его убить, я потратил вишню и кабачок. А они, между прочим, перезаряжаются достаточно долго. Чувствую, долго я так не проживу. Опа, подарочек. Но к мини-играм мы приступим явно не скоро. Поэтому на время забьем на них. До первой волны все шло достаточно неплохо, но вот после выходило слишком много футболистов. Ну вы только посмотрите на это. В 2 пачках подряд вышло по 2 футболиста. Не, ну это точно рестарт. Ну и стал я думать, чем мне обороняться. И тут мне в голову пришла просто гениальная идея. Как я уже и говорил в прошлой части хардмода, чомпер не может съесть футболиста, он только наносит ему урон. Но если его будут кусать несколько чомперов, то будет достаточно неплохой урон. А ко всему этому можно им снести половину здоровья каким-нибудь саппортом. Всех остальных зомби чомпер ест. В теории звучит неплохо, если чомпер будет основным оружием. Посмотрим, что будет на практике. Со второй же попытки я его прошел этой тактикой, и то потому, что в первой мне не повезло со спавном. Я даже не знаю, как вам описать весь процесс, я буквально просто ставил чомперов. Кстати, вместо репитера я взял не мину, а орех, чтобы когда футболист его ел, чомперы его смогли кусать, потому что, как оказалось, если зомби едят растения, то чомпер может даже на расстоянии 3 клеток доставать до них. Просто шикарно. После первой волны началась жесткая мясорубка. Кое-как сдерживая огромный напор зомби, я доживаю до последней волны и просто не веря своим глазам прохожу этот уровень, получая 3 стрел. На 3.3 у нас появляется водолаз, каких-то явных изменений я в нем не увидел, поэтому будем считать, что он не изменен. Раз уж нам дали новые растения, то почему бы им не воспользоваться? Начиная с этого уровня у нас будет на одну волну больше, а это значит больше веселья. Или душниловки, называйте как хотите. Тактика для уровня очень проста. Для начала ставим 2-3 стрела так, чтобы они вместе задевали все линии. А когда выходит водолаз, ставим кувшинку, а на нее орех. И дальше понеслось. Я наставил кучу 3 стрелов. Но за орехами надо было следить. Водолазы вместе с другими зомби умудрялись съедать его. Но это совсем небольшая проблема. Решается она банальной посадкой 3 стрелов куда только можно. Получаем водоросли. Даже не знаю, что хуже, 3.2 или 3.4, потому что состав на 4 уровне газетчик, зомби с ведром, с 6 и водолаз. Но самое главное это 3 волны. Ух, я уже представляю, какой будет спаун после второй волны. Поначалу я думал, что смогу пройти этот уровень как предыдущий, то есть просто высаживать 3 стрелы, но только еще больше. И все бы ничего, но я забыл про газетчика, вернее про то, что не смогу его убивать. И когда я это осознал, то понял, что так просто я не смогу пройти этот уровень. Недолго думая, я снова решился играть чомперами, но спаун просто не давал мне нормально начать. На первых 5 попытках в первых пачках выходили очень нежелательные зомби. Не знаю, заметили вы это или нет, но вместо ореха я взял вишню. Все потому, что тут будут огромные толпы зомби, и вишня тут точно не помешает. А орех не так важен, думал я. На деле же это было не так, с орехом все было бы легче. Эх, как же мне не хватает 8-го слота. Но ничего, буквально после этого уровня я его куплю. Именно с этими мыслями я проходил 3-4. Не сказать, что это было прям тяжело, но это было достаточно потно. Особенно после второй волны, потому что там, как я и говорил, выходили огромные толпы, и вишня мне здорово с ними помогла. Вот сейчас реально, кое-как продержавшись до последней волны, я вновь не веря своим глазам побеждаю одними чомперами. Есть такая проблемка, последняя волна не записалась. Записалась только прям самая концовка, когда оставались только 2 зомби. Надеюсь, вам того хватит. Простите меня. Получаем ключ и наконец-таки покупаем долгожданный 8-й слот. Как вы думаете, что я вам сейчас скажу? Что? 5-й уровень снова был легким? Как вы угадали? Ладно, выключаю умственно отсталого.
Мини-игра была легкой только потому, что нам давали много вишен, и на удивление на футболиста хватало одной вишни. Это довольно сильно облегчало данный уровень, но даже и без него он был бы достаточно простым. Убиваем всех зомби и получаем перец. На 3.6 у нас появляется зомбони. Я думал, что смогу пройти этот уровень и снова использовать чомперов, но не получилось. Выходило достаточно много зомби, и они просто выедали всю оборону. Даже саппорты, которые я брал, не успевали перезаряжаться. Ну и решил сделать немного по-другому. Взял 3 стрела и чомпера, но основным оружием будет первый. Зомбони в первой пачке, спасибо. Снова зомбони в первой пачке, спасибо. А вот сейчас пошло дело. 3 стрелы и чомпера очень хорошо сочетаются. Выстраивая оборону, я постепенно продвигался к последней волне. А вот, кстати, и она. Получаем колючки. К моему удивлению, на этот раз 7 уровень не вызвал у меня проблемы. На этом уровне нас встречают зомбони, ведро и водолаз. Ну и, конечно же, 3 волны. В голове у меня сразу выстрелилась неплохая тактика. Берем, значит, 3 стрелы и колючки. Последние 3 ряда высаживаем колючки, остальные 3 стрелы. А на воду ставим орех. Звучит неплохо. На первой попытке у меня не получилось нормально развиться, тушили зомби в самом же начале. А вот на второй попытке все шло гораздо лучше. Разве что после первой волны у меня наверху случилось 2 ведра, а потом к ним еще и третье пришло. А там у меня было всего 3 несчастных 3 стрела и пару колючек. Поэтому мне пришлось большую часть линии засадить колючками. На время. И уже перед второй волной у меня выстроена очень даже неплохая оборона. Дальше оставалось просто выживать, высаживая все подряд, что я и делал, хотя это было непросто, так как выезжало очень много зомбони, да и просто из-за больших толп зомби. А вот и огненный пень. На 3.8 нас поджидает зомби на дельфине. Надеюсь, никаких трудностей он создавать не будет. Первая попытка. Ну ладно, это случилось один раз, так что ничего страшного. Вторая попытка. Ясно. Третья попытка. Ладно, он создает трудности, но благо я догадался поставить перед ним кувшинку, чтобы он перепрыгнул ее. Кстати говоря, я же вам не рассказывал про свою тактику. Репитеры плюс пень. Все. Да, я понимаю, вы шокированы моей гениальностью и оригинальностью, но тем не менее это реально хорошая тактика. Ну что ж, время для первого пня. Это точно огненный пень, а не морозный? А, не, все нормально. Если поставить еще один пень, то тогда горошина будет огненной. Не, ну все логично. После первой волны и до нее выходило очень много зомби на дельфине, задавая много проблем. В самом начале я его недооценивал, но сейчас я понимаю, что это довольно бесячий зомби. Буквально каждая пачка содержала в себе хотя бы одного его, но чаще больше. То, что творилось у меня на воде, это что-то с чем-то, полный бардак. Я только ставлю репитеров и пней, как тут же приплывают зомби на дельфинах и сжирают ближайшие растения. И вот так вот помучившись, я дожил до второй волны. Неплохо. Благо к этому времени моя оборона была полностью готова. Убиваем всех зомби и получаем высокий орех, которому подняли стоимость до 175. И неспроста. Его тут здорово бафнули. Теперь, когда его съедают, он как кабачок давит одну клетку, а зомбони проезжает мимо него, не давя своим катком. Баф это или нерв в данном случае, я не знаю, решайте сами. А вот теперь переходим к сложному уровню 3.9, хотя назвать его таковым трудно. Зомбони, зомби на дельфине, зомби шестом, ведро, ну, неплохой состав. Тактика самая типичная. 2 ряда репитеров, 2 ряда пней, ряд высоких орехов. А когда я все это высажу, один ряд подсолнухов заменю на ряд репитеров. В самом начале проблемы доставляли зомбони, так как колючки я не взял, отбиваться от них было достаточно трудно. Но с ними хорошо справлялись 3 репитера даже без пней. Кое-как, потихоньку, постепенно я высаживал оборону. И уже ко второй волне она выглядела так, как я ее видел у себя в голове. Но это всего лишь вторая волна, так что расслабляться рано. Еще бы, когда ты видишь такое, тут не до расслаблений. Доживаем до третьей волны и получаем очередную записку. Вы очень сильно удивитесь, но 10 уровень был не таким легким, как предыдущие, а все из-за 3 волн. Понятное дело, после второй волны выходила просто куча зомби. Особенно сильно мешали могилы, потому что на верхнем и нижнем ряду вылезло по 5 могил, на остальных по 4. Даже несмотря на все это, данный уровень все равно достаточно простой. Получаем море гриб, а это значит нас ждет туман. А там будет очень весело.